GameSir G4 Pro. Фактически флагман из геймпада у компании GameSir на канале Технозон с обзором. Поехали. Мы на Алиэкспресс. Да, он дорогой. $45 77 центов. При доставке из Китая есть в Соединенных Штатах, но он не может быть доставлен сюда. Неважно, слушайте, геймпад действительно получился интересный. На распаковке покажу некоторые особенности, но дальше вот вы уже даже здесь можете понять, что это мультиплатформенный игровой контроллер. Он поддерживает iOS, Android, компьютер, персональный Nintendo Switch, и у него плюс еще и заменяемые вот эти кнопочки, тоже покажу, как они меняются. Они не меняются, они реконфигурируются. У него есть 6-осевой гироскоп. На самом деле огромное количество игр, которые он поддерживает. Есть асимметричный мотор для более реалистичной вибрации, то есть это тоже одна из особенностей данного геймпада. Есть кнопка скриншота, кнопка турбо, плюс одно из преимуществ — это 800 мА батарея, которая держит нереально долго. И я, честно говоря, сколько не играл, порядка 10 часов мы его тестировали, мы так его и не высадили. Это аккумулятор у нас еще на двух вот этих вот, здесь есть индикатор, кстати, батареи, он до сих пор на двух полосочках у меня держится. А вообще я вам скажу, геймпад мне очень сильно понравился, и вот после геймпада GameSir G4S Advanced Edition у меня был, я думал, что такого второго геймпада уже не будет. Но благо выпустили G4 Pro, G4S забрала Аня, админ студии, играет на нем, она машет, играет она на нем в свои гоночки, но мы пробуем для себя, мы открыли для себя, вернее, данный геймпад. Очень интересная штука, на распаковке увидим подробностей. Но с чем мы столкнулись? Дело в том, что мне не хватает подсветки вот этой вот, и плюс мне не хватает режима аэромыши. Ребят, если кто-то нашел, как на нем включить мышь, по крайней мере в моей ранней версии этого GameSir, который я получил еще, наверное, месяцев 6 назад, у меня лежал, у меня в инструкции ничего об этом не сказано, и сколько я не клацал, я режим мыши не нашел. Если вы найдете режим мыши, то, пожалуйста, напишите в комментариях, мы закрепим этот комментарий, и люди, которые интересуются им, смогут перейти в закрепленные комментарии, посмотреть, есть там все-таки режим мыши или нет, и как он включается. Порадовали асимметричные моторы, порадовал наличие акселерометра, вот этого шестиосевого гироскопа, то есть вы можете играть вот так вот фактически как рулем, это невероятно круто. Мы поиграли в PUBG, нас забанили за геймпад Panda Pro. Я предпочитаю геймпад Panda Pro, потому что встроенный вот этот вот, скажем так, приложение, не встроенное, а приложение, которое они предлагают, GameSir Vault, честно говоря, костыльное, и последние версии нормально не работают. Приходится ставить какой-то третьей версии, чтобы оно хоть как-то работало, и мне оно не нравится. Хотя оно есть, оно работает и имеет право на жизнь. Подключается он и через Bluetooth, и через донгл, вот такой вот, плюс есть кабель, через кабель тоже подключается, работает в режимах X-Input, Android, iOS, и, конечно же, есть у нас режим для Switch, но одно из больших преимуществ — это возможность реконфигурировать вот эти кнопки, тоже вариант такой интересный, на магнитах, тоже на распаковке все детально увидите. Совместим он также отлично совместим с GeForce Now платформой, в частности со Steam. То есть вы сможете поиграть в Steam вот именно с этим геймпадом. Ребят, ссылочка на геймпад в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши видосы. Ну а мы пойдем тестировать его на компьютере, на Smart TV боксе и на смартфоне. Поехали. Вот такой вот геймпадик, вот такая вот коробочка. Распаковочку саму по себе показывать не хотел, но надо вам показать некоторые особенности данного геймпада. Так, достаем, открываем. Так, что у нас тут в комплекте, кроме блистера? Здесь у нас блистер, есть у нас инструкции, наклейки. Кстати, вот такие вот наклеечки GameSir. Кто хочет такие наклеечки? Я не хочу. Есть метровый кабель Type-C. Есть вот такое вот крепление. Вот так вот. Так, кабель неплох, достаточно качественно. Что из себя представляет геймпад? Есть два джойстика, которые нажимаются. Есть кнопки Start, Turbo. Да, вот турбо, есть меню и есть скриншот, есть донгл, спрятан донгл, для того, чтобы реализовать подключение через X-Input.
Совместим он как с Android устройствами, так и с компьютерами на базе Windows. Также у нас есть D-pad, достаточно мягкий, и есть кнопки X, Y, A, B, они реконфигурируемые на магнитах, их можно все доставать. Например, если вы подключаете это к Nintendo Switch, и там у вас другое расположение вот этих вот X, Y, A, B, то вы можете спокойненько отконфигурировать. Достаются, в общем-то, все 4 кнопки. Сзади у нас ничего нет, только расписаны, какие варианты поддерживают. Для того, чтобы подключить, нужно зажать одну из кнопок плюс центральную кнопку Home, которая светится. Вот смотрите, я включил, она загорелась зелененьким. И для того, чтобы подключить, у нас есть разные режимы. A плюс Home — это Android через Bluetooth, X плюс Home — это X-Input. Да, вот, кстати, вот он в зеленом светится. Если A плюс Home, он будет в синем светиться. B плюс Home — это будет iOS. И Y плюс Home — это будет для Nintendo Switch. Тоже красным будет светиться. Тут же они сразу пишут, что 800 мАh батарея. Курки у нас именно являются курками с регулируемым нажатием. То есть это не просто кнопки, покрыты металлизированной краской. Верхние кнопки у нас достаточно мягкие, но щелкают. Они громко щелкают. Редко на геймпадах такое. Есть индикатор зарядки, что тоже не часто встретишь на геймпадах. По поводу скобы. Скоба достаточно крепкая, она регулируется в двух положениях. Вот такое вот положение и чуть выше. Вот третье положение, оно не рабочее. Скоба держит очень хорошо. У меня достаточно тяжелый смартфон OnePlus 8. Вы можете трясти, он не выпадает, все отлично работает. Да, скоба, конечно, теряет свою крепкость, если сильно махнуть. Да, она складывается. Это абсолютно нормально. Первым делом мы подключаем его к компу. Делаем мы это через X-Input режим с помощью донгла. Подключается он одинаково через кабель, через донгл, просто через донгл. Ну, для меня более интересно. Я подключаю, допустим, геймпад к компу. Вот он определился. Сразу он определился как GameSir G4 Pro. И ставлю, допустим, комп возле телека большого 4К и буду там играть, например, на какой-нибудь игре. Мне трудно сказать на какой. Подключаем X-Input, X плюс Home. Вау, он завибрировал. Вау. И у нас сразу появилась панель игровая. Вот так вот. Поняли, как у нас геймпад отработал. Контроллер подключен. Давайте его тестировать. В новом интерфейсе, конечно же. Поехали тестировать первый геймпад. Первое, что меня интересует, это курки. Это именно курки с определением силы нажатия. Кнопки эти работают. Ну, обыкновенные кнопки у нас, конечно же, работают тут без проблем. Нажимаются стики как кнопка. Отлично. Аналоговый input работает. Кнопка GS есть, ну, дополнительные кнопки он не видит. Оу, скриншот сработал. Ладно, здесь кнопка скриншота, я вам напомню. Давайте посмотрим, как курки себя ведут. Мы аккуратненько отводим, резких перескоков нет у нас. Давайте вправо, влево курочки. Слушайте, у него нет мертвых зон. У него нет, вот где-то там. Также пробуем вверх-вниз. Ну, нет у нас никаких скачков. Очень точное позиционирование. Очень мягкий аналоговый этот вот джойстик, и слева в том числе. Вообще огонь, слушайте, ну реально огонь. Я сейчас резко их поколбасил, они отлично срабатывают. Давайте вверх пойдем и вниз пойдем, давайте очень аккуратно. Смотрите, вот я чуть отклоняюсь вправо-лево, и он вообще отлично позиционируется. Класс. Класс, ребят, действительно класс. Так, B and Hold меню. Вибрацию нужно проверить. Давайте. Вибра работает. Здесь стоят асимметричные моторы. Я напомню, то есть слева стоит более тяжелый, а справа более легкий. Смотрите, как жужжит. Вау. То есть асимметричный. Вау, хватит жужжать. Прикол. Смотрите, и вот мы проверяем на отсутствие мертвых зон. То есть практически их нет. Их практически нет, ребята. Класс. Хорошо. Выходим. Ну, давайте традиционно на компе попробуем одну какую-нибудь игру. И, конечно же, мы пойдем с вами сразу же
на Android TV Box, а потом на смартфон. На Android TV Box я хочу проверить X-Input, там тоже, ну там не X-Input, там через донгл подключение, потому что на Smart TV Box зачастую USB геймпады не поддерживаются. Здесь просто-напросто нас подкупает универсальность этого всего дела. А потом уже на смартфон в режиме Bluetooth поиграем. И вот она эта штукенция, вообще отлично. Слушайте, класс. Давайте сейчас вид поменяем и устроим небольшой здесь раскардаш. Вообще отлично управлять. Я, конечно, в стрелялке буду на Android TV проверять, вернее на Android TV приставке. Давай, поехали. Юху! Конечно, у меня комп сейчас загружен записью немножко, поэтому может пролагивать именно из-за того, что видеокарта занята кодированием через NV-энкодер изображения. Но работает геймпад прелестно. Ну, не на компе его хотел проверять, хотя он абсолютно совместим с компьютером через X-Input. Воу, еще и вибрирует, поняли, при ударе, то есть абсолютно поддерживается вибрация. Давайте еще раз вляпаемся. Есть, завибрировал. Хорошо, ну, это зачет. Это зачетно. С компом у нас вопросов нет. При том, что он поддерживается и в NVIDIA GeForce Now полноценно. Но дело в том, что сейчас вот эти вот зимние каникулы и очередь для того, чтобы поиграть GeForce Now огромная. И плюс еще из-за выхода Киберпанка. Я, честно говоря, просто на момент обзора не смог туда нормально зайти. Мы потратили пару часов, ждали в очереди, не смогли. Но мы уже на нем играли и совместимость действительно полная. Мы на Android TV. Давайте подключим наш геймпад к Android TV устройству и подключим. Ну он через тот же X-Input и работает, что самое интересное. Ладно, давайте через геймпад-тестер попробуем. Я вот ничего с ним не делал сейчас. Я просто его взял донгл и переключил в Android TV устройство. Ну, вернее, не в Android TV. Давайте попробуем тест геймпада сделать. Кнопки у нас все определяются. Давайте мы тут еще что-то там попробуем. Какие-то кнопочки. Скриншот сработал, понятно, скриншот работает. Пробуем кнопки в тумблерах. Вот они, видите, называется button tumbler. Короче, тумблер left, тумблер right. И курки у нас тоже имеют определение усилия здесь. Ну, короче, все работает, ребята. У меня вопросов к геймпад-тестеру нет. Сейчас еще оси хочу протестировать. Давайте влево пойдем, вправо пойдем, вверх. Вот, конечно, знаете, чувствительность, тут я пробовал нажать влево-право с усилием таким, знаете, непонятным. Тут надо, конечно, тестировать в одной плоскости. Давайте X попробуем сыграть влево-вправо. Слушайте, вообще перескоков нет никаких. Давайте еще раз, чтобы у нас не было побитого графика. Давайте вправо, поехали. Нету перескока. Вот вы видите, вообще у нас сплошная черта, у нас нет мертвых зон. Блин, мне неудобно тестировать его вот таким вот образом. То есть его надо как-то держать. Давайте. Неудобно мне попасть в одну ось. Чтобы правильно попасть в ось, это больше на компе видно, конечно. Сейчас мы попробуем, как он выцеливает. Короче, вот так вот сейчас мы сделаем. Короче, наведем здесь беспорядков. Но работает. Но работает, и как бы у меня вопросов нет. Хорошо, выходим. Во что мы будем играть? Будем использовать геймпад Panda Pro, потому что фирменное приложение, откровенно говоря, работает, ну, в край так нестабильненько. Нам нужна активация. Стартуем в PUBG. Почему нестабильно работает фирменная GameSir Vault? Дело в том, что там есть определенного рода проблема в плане того, что новые версии, им пришлось выпустить новые версии GameSir Vault, и, к сожалению, этот GameSir Vault нормально не работает на современных устройствах, там как-то у меня с ним не сложилось. Но с геймпад Panda Pro, конечно же, все работает. Прошу сильно не судить вид моего персонажа, ну как-то так, ограбили где-то за углом ее. Ну да ладно, играем мы на Yugus AM6 Plus в режиме HDR, ссылочка на Yugus лежит в описании под видео, можете пойти посмотреть, что это за TV-бокс такой, на котором хорошо идет этот самый PUBG Mobile, ну или как его там, PUBG или PUBG, как кто называет, вообще мы читаем это как аббревиатуру. Но первое впечатление очень мягко выцеливать, очень плавно, то есть плавность выцеливания сумасшедшая. Смотрите, то есть я сейчас просто поворачиваю на чуть-чуть, и вообще там, то есть начинается у нас именно миллиметровые такие эти, я специально вверх-вниз еще его колебал. Давайте вверх попробуем аккуратненько, посмотрим, есть ли перескоки мертвой зоны, усиливаем, нету перескоков. Давайте вниз.
Отлично. Влево, вправо, влево, вправо, так. Ну, давайте же попробуем сейчас пострелять, конкретно пострелять. Спрыгнули и полетели. Воу, приземлились, приземлились, побежали, побежали. Давайте, нам надо быстренько оружие подбирать. Очень мягкий, классный геймпад. И настолько он мягкий, что... И тадам! Я получил бан аккаунта на PUBG Mobile за сторонние приложения. Это относится к Gamepad Panda Pro. Поэтому вам необходимо соблюдать четко правила. Мы просто показывали это для того, чтобы вы понимали, насколько хорошо работает геймпад, насколько им можно будет целиться в Android TV играх. Но в PUBG Mobile, как мы видим, на геймпад Panda Pro мы получили бан. Вот такая вот фигня. Ну, бывает и такое, что ж, ничего страшного. Поиграем во что-нибудь другое. Пробуем. Давайте, все-таки нам пострелять-то хочется. Научились они детектить геймпад Panda Pro, ну да ладно. Очень жалко, кстати. Видите, почему у меня аккаунт раздетый? Потому что постоянно меня выбивают из колеи. А вообще начиналось все с того, что Octopus в свое время работал, и потом забанили. Потом сейчас FlyDigi используют ремапперы, которые переделывают в геймпад, но это тоже все очень опасное действие. И в конечном итоге все будут забанены за такие... борются они, борются. Так, поехали. Здесь мы в стрелялочке сейчас будем оценивать, раз нас из PUBG выкинули, гады всякие. Так, у меня здесь патронов нет. Давайте, поехали. Постреляем немножко. Выцеливать очень мягко, очень приятно, слушайте. Вообще отлично. Давайте сменим. Куда ты бежишь? Сменим немножко оружия. Мне не хватает подсветки кнопок. Вот не хватает подсветки, хоть убей вообще. Мне нравится, когда кнопки вот эти X, Y, A, B светятся. Давай, постреляем. Мне очень нравится, когда светятся, и я именно люблю такой вариант исполнения. Ну и, конечно же, я должен был проверить на Асфальте 9. Он работает у нас без, когда вы играете в Asphalt 9, то приходится отключать дополнительные донглы. Только в таком случае он будет работать более хорошо. Вернее, хорошо, он будет просто определяться. И пошло-поехало. Работает еще и как. Мягко, плавно и удобно. Все кнопки срабатывают. Знаете, что прикольно, конечно? Вот эта вот кнопка скриншота. В самый ответственный момент вы можете просто-напросто нажать скриншот и сохранить там часть игрового процесса, например. Это действительно прикольно. Давайте сейчас попробуем кого-то торцануть и заскриншотим это все действие. Или подлетим куда-нибудь. Давайте так вот. Шух. Оп. Хороший получился скриншот. Ребят, по работе на ТВ-боксе у меня вопросов нет. Я еще попробую, конечно, как Bluetooth на смартфоне на каких-нибудь тоже совместимых играх с геймпадом. И буду уже переходить к резюме данного видео. Переходим. Ну что, в режиме Bluetooth, для того, чтобы включить нам режим Bluetooth, нам нужно зажать A плюс Home. Он загорелся синим. Заходим в меню Bluetooth. GameSeer у нас уже в принципе подключен. Он уже управляется кнопками. Вот мы видим, что какие-то кнопки у нас управляются. И можем запустить, например, Dead Effect и поиграть немножечко в Dead Effect. Как мы уже поняли, что мертвых зон практически нет, поэтому играть здесь очень комфортно. Опять же пробуем скриншот. Скриншот кнопочка работает. И я тестирую это все именно на стрелялках. Почему? Потому что если с гоночками у нас дела обстоят более-менее нормально, то мы должны понимать именно на стрелялках, насколько хорошо мы можем выцеливать. То, что мы уже с вами видели, показывает, что мы можем выцеливать здесь абсолютно отлично. Давайте выполним с вами пару каких-то действий, чтобы пострелять. Давайте полечимся. Так, здесь все отлично. Подбираем пистолет. Любимая моя собачка сейчас появится. Все, поехали стрелять. Ищем зомбачка какого-нибудь. Давай. Именно момент выцеливания. Выцеливание вообще отличное. Мягко целится. Ох, ты ж бросился на меня. Ты зачем так нехорошо поступил? Ой-ой-ой. Есть контакт. Отлично, в принципе. Куда ты идешь? На тебе тоже. Так, тут мы всех убили.
денежку поднимем. Слушайте, ну очень мягко, очень мягко. И опять же подтверждение того, что здесь нет мертвых зон, мне очень нравится. Резюме у меня таково. Охренительный геймпад, мы его настоятельно рекомендуем. Да, он не дешевый, но это нереально крутой и классный геймпад. Ребят, с вами был Бабл на канале Технозон. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. Пока.